После январской поездки эта поездка вторая по счету в феврале. Первое впечатление от России – много лесов, рек, деревень и городов. Алхамдулилля, выгрузились. Время 7 часов вечера. Потихоньку выдвигаемся в сторону Дагестана, город Махачкала. По дороге сейчас где-нибудь остановимся, поужинаем. 2 дня у нас не работала автономка. Ночью было прохладно. Но это, я думаю, испытание от Аллаха. Алхамдулилля, сегодня вроде заработала. Поковырялись внутри автономки, вроде заработала. Конечный адрес изменился. Приехали в город Хасавюрт, Дагестан, а не в город Махачкалу. Где-то в 5 часов утра. Поспали 2 часа. Немного голова не соображает. То, что заметил местные водители, ошалеть как ездят по дороге. Один тонированный бункер проехал рядом с ДПС, а некоторые очень активно, быстро водят машину. Справа, слева, сверху, снизу дороги проезжают. Под утро, 5 часов утра приехали в город Хасавюрт. Ждем хозяина. Выгрузим машину, дальше поедем. Надеюсь, в течение дня успеем выехать. Погода что-то не очень здесь. Идет мокрый снег, слякоть, везде грязь, лужи. Мы вон там припарковались возле заправки Аска. Спасибо Лизе из Хасавюрта, которая работает на АЗС Аска. Помогла найти сослуживца отца Алхасова Паши из Дагестана. Отец проходил службу в Тихоокеанском морфлоте на Камчатке, в нейтральных водах рядом с Японией. В то время был Советский Союз. Все 15 республик проходили воинскую службу друг у друга. Вторник, 20 февраля, в обед разгрузили 6 машины, отдали хозяину, не смог снять на видео, поскольку разгружал с автовоза машины. На данный момент из 2 моих дальних поездок по Казахстану и России главные трудности для дальнобойщиков я заметил. На первое место я поставил ДПС, второе – транспортники, третье – различные погодные условия, четвертое – плохие дороги и пятое – во многих местах не ловит сотовая связь. Жаль, что из-за таких примеров, которые я озвучил, все-таки немного портится первое впечатление о стране. Много вот таких мини-постов, как я понял, они расположены между республиками наподобие границы. Рядом с Кочубей немного долго задержались, затем где-то через час проехали. Выехали домой, через Астрахань проедем границу. За 2 суток поспали по 2-3 часа. Не повторяйте наш эксперимент. Когда приехали на границу, приходится не спать в колейке, чтобы не пропустить свою очередь. Но после по дороге можно отдохнуть. 21 февраля проходим границу Российской Федерации. В
Казахстан. Время 5 утра. В 7 утра выехали с границы в сторону Атырау. На границе ночью было довольно многолюдно. Люди, стоящие в очереди, обсуждали про то, что нужно отремонтировать помещение и также увеличить количество окошек для пропуска людей, поскольку это международный транзитный участок дороги. Здесь проходят такие страны, как Россия, Азербайджан, Грузия, Турция, Иран. Посмотрите вокруг, вон сколько нефти качают. На каждые 500 метров. С каждым днем растут как грибы повсюду. Привет передаю коллегам из Азербайджана, которые едут справа. Международная транзитная дорога Атырау, ведущая в Астрахань. Состояния дороги нету. Дорога, по которой мы едем, старая. К нему строится новый асфальт вот с правой стороны. Новая трасса. Здесь старые дороги. Коллеги на автовозах едут в нашу сторону. Все эти китайские электрические авто едут в разные города России. Страшная дорога заканчивается примерно возле села Нарын. Зимнее время испытания не только грузового автомобиля, но и вашего легкового автомобиля. Так что нужно следить за технической составляющей вашей машины, за резиной, в зимнее время особенно. Обалдеть просто, такого количества табуна верблюдов я еще не видел. Наверное, около 50 голов верблюда. Вот еще одна колонна автовозов едут в нашу сторону. Электрические зикры.
Доехали до города Атырау, нефтяной столицы Казахстана. В 1640 году город был основан, ранее назывался Гурьев. Атырау расположен в западной части страны, на берегу реки Урал. При основании находился в месте впадения реки Каспийское море, однако отдалился от него в результате падения уровня Каспия. Население около 400 тысяч человек. Напишите в комментариях, что это за номера. Вроде транзитные из Европы. Нормально, нормально. Время 6:54, 22 февраля. Братан остановился где-то быстренько в уборной. Примерз. Тормозная система еле как. Вроде сработала тормозная система. Бегу сзади фуры. Утренняя тренировка. До этого спал. Сон отключился за 1 секунду. На улице -30. Рука обледенела.